Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender в Bison 365. Это нужно, чтобы передавать новые контакты из Smart Sender в другие системы. Например, в Bison 365 вы сможете добавлять эти контакты на страницу регистрации вебинара, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым контактам, выбираем действие «Получить контакты новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Smart Sender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее необходимо перейти в раздел «Интеграции». В этом разделе кликаем «Показать ключ». Копируем API-ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. После того, как необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин появился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bison 365. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите добавлять подписчиков в страницу регистрации, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bison 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bison 365. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Bison 365 для создания новых подписчиков. В эти поля вы можете назначить переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Также не забываем выбрать страницу регистрации. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bison 365 для создания нового подписчика при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bison 365». После успешной отправки переходим в Bison 365 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bison 365 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!